В это прекрасное канарское утро нами было запланировано посещение огромного зоопарка. Ехать нужно на противоположную сторону острова, но это абсолютно не проблема. Здесь лучшая система дорог, которую я только видел. Красная линия по периметру острова — это автобан со скоростным режимом 120 км в час. Черные линии — это от него отводы со скоростным режимом 80 км в час. Поэтому перемещение между городами — это легко и быстро. Вот мы заходим в парк. Тут уже, конечно, ландшафт, все дела, красота. Так, уже слышно, камера, я думаю, слышать не будет, но слышно уже всякие фирканье экзотические. Какие-то попугаи что-то бухтят. На входе в Лара-парк дают вот такую вот карту, из чего можно сделать вывод: он большой и включает в себя недюжинное количество элементов, имеющих статус «самое-самое». Итак, нас поймал русскоязычный человек. Тут есть дополнительная экскурсия. В общем, мы ее взяли мгновенно. Нам дали вот такие вот модные наклейки о том, что мы на Discovery Tour. И нас отправили, потому что через 4 минуты начинается шоу попугаев. В стоимость билета входит 4 шоу с животными, которые проходят по графику в течение дня. Растения вокруг создают ощущение джунглей. А вот и первый факт из категории «самое-самое». В этом парке самая большая коллекция попугаев в мире – 4000 особей. Ну а касательно самого шоу могу сказать, оно самое детское и самое скучное из всех. Но тем не менее ихняя резиденция самая красивая. Это вот этот дворец сзади меня. График у нас был плотный, поэтому мы с выпученными глазами по карте неслись в сторону дельфинария. В дельфинарии было уже все очень по-взрослому, стильно и красиво. Нам очень понравилось. Прекрасное выступление. В дельфинарии имеется 6 дельфинов. Тренера их любят и всячески сюсюкают во время представления. И постоянно поощряют их селедочкой, которую, между прочим, привозят специально с Норвегии. Лора-парк реализует множество программ по сохранению видов и спасению животных. Поэтому перед выступлением мы получили целый курс по оказанию первой помощи выбросившимся дельфинам. После дельфинов мы нашли огромных 300-летних черепах с диаметром панциря около 800 мм. А эти фламинго очень выгодно смотрелись на фоне ярко-зеленой травки. Пока мы неслись на третье представление, мы нашли вот такие совсем уж дикие джунгли. Высота листьев где-то 3-3,5 метра. Так, вот такая вот форма одежды была куплена в эпицентре, потому что здесь это дорого. Для тех, кто сидит на первых рядах на шоу косаток. Потому что обещают обливон. Это очень впечатляло. Не каждый день перед тобой прыгает рыбка в 3 тонны весом. А после прыжка старается специально тебя облить. Касатки — это вообще эксклюзивчик, потому что содержать их очень-очень дорого. Так как малышки весьма большие. Взять хотя бы бассейн 120 метров в диаметре, 12 метров глубины и 22,5 миллиона литров воды, которую нужно очистить, а потом еще и охладить до температуры плюс 4 градуса, что на острове, где только весна и лето, я думаю, затратно. Ну а если камера не передала размер касатки, вот, пожалуйста, посмотрите этот экземпляр по сравнению с человеком. И кушает одна такая касатка, а их тут, между прочим, 4, той самой норвежской сельди 70 килограмм в сутки. Поэтому во время представления, когда дельфинов поощряют одной рыбкой, касаткам закидывают сразу пол-ведра. Вот плащик и окупился. Но зато это весело, и в принципе можно занять самое оптимальное место для съемки. В заключение могу сказать, что это самое поразительное шоу животных, которое я видел в своей жизни. А во время экскурсии нас повели еще и под бассейн и показали, как касатки спят и где касатки едят. Это было вообще занимательно. Вот такие просто утопические медузы. Здесь даже завсегдатые Черно-Азовского моря, которые, наверное, думали, что видели уже все, могли найти что-то новое интересное. Медузы были всякие и разного цвета. И антуража добавляла мутная тягучая музыка. А вот пришло время нашего Discovery тура, и начался он с вот такого куска джунглей. Далее нам показали огромный комплекс, в котором делают операции с животными. Здесь нам показали пруд с огромным количеством карпов кои, которых привезли сюда специально из Японии. Огромный кусок территории зоопарка выделен под обезьянник. Здесь живут 5 больших горилл. А это их вожак, зовут его Наэль.
ему 32 года. А это список всех проживаемых горилл в этом обезьяннике. Discovery Tour позволил зайти нам даже в местах, где они ночуют и едят. А это место меня поразило ну просто вообще. Да-да, это куски льда, и тут реально холодно, потому что здесь кусок Антарктиды в районе Африки. Огромный пингвинарий, 250 пингвинов, 4 породы. И они здесь реально думают, что они в Антарктиде. Климатический процессор создает им идеальные условия для жизни. Вода в море плюс 6, искусственный лед, в котором они делают свои гнезда. А если посмотреть наверх, там сыпется настоящий снег, и он сыпется по определенному графику. А это огромный машинный комплекс, находящийся под землей, и его задача достать воду с 60-метровой глубины океана, очистить ее, насытить минералами и отправить во все бассейны и во все аквариумы на территории зоопарка, включая даже пруд с карпами кои. Поэтому все рыбы получают водичку здесь лучше, чем она была бы в океане. В этом длинном коридоре можно было лазить долго, высматривая всяких рыб. Тут были даже акулы и даже вот такие вот большие скаты. Ну и тут понятно, последнее наше на сегодня шоу морских котиков. Эти животные всем известные няшки, и добавить здесь больше нечего. Данное шоу было окончанием нашего посещения лора-парка. В общей сложности мы на него потратили 5,5 часов. После лора-парка, будучи, так сказать, в Санта-Крузе, решил зайти на черный пляж. Здесь я лучше всего прочувствовал, что океан это вообще не море. И очень интересно, что это прямо в городе городской пляж и вот эти огромные сгустки лавы. Если на камере не видно, что они огромные, вот можно оценить Вику, которая по ним ходит. Они реально большие. И все это прямо возле жилых домов. Волны Вику пугали, но она решила побороться с ними. И вот океан победил. Меня же такие волны приводили в дикий восторг. И таких огромных экземпляров я раньше не видел. Это бляха, да! Графическое расположение этого города обеспечивало постоянный ветер, а соответственно и волны. Было очень весело, мы покупались порядка 1,5 часов, но уже начинало темнеть, а нам еще надо было ехать домой и еще заехать куда-нибудь поесть. В общем, Виктория привела меня в рыбный ресторан. Да, мы долго заказывали, что взять. В итоге она ничего не заказала, пришлось заказать все мне. И вот первое, что мы пробуем, самбуриньо. Буриньос. Сан-буриньос. Вот, короче, попробуем. Интересный вкус. Типа, как жареная колбаса. Ну, очень вкусно. Так вот, в лучших традициях, так сказать, рекомендаций интернета и богатых людей, которые приходят, тыкают пальцем в рыбу, и им сразу же, короче, ее готовят. Мы сделали то же самое. Нам взяли и предложили рыбу сам. Не знаю, имеет ли это перевод какой-то на украинский язык. Я рыбу не узнал. А вот так она выглядела, пока мисс лежала в холодильнике. И вот она такая огромная, пахнет просто капец как вкусно. Думаю, сука, дорого будет. Ну, что делать? Ну и картошка по-канарски. Местная картошка, отличие ее от нашей обычной картошки в том, что варится она просто в соленой воде с океана. Поэтому соли здесь нету, только океанская. И 2 соуса, которые к ней подаются. Так вот, всем же интересно, сколько ж таки стоила очень дорогая рыба. Причем я вам скажу, что рыба весила 1,5 килограмма по чеку. Я думал, что это будет 80 евро, меряя днепропетровскими ценами. Так вот, рыба, картошка и 6 устриц стоит 47 евро.
Каждое утро Вика снимает водную гладь, встающее солнце и спокойный океан. Сегодня на 5-й день или 6-й, не помню, океан нам напомнил, что он океан. У нас в регионе начался дождь, поэтому мы поехали в сторону юга. И первой точкой была вот такая вот деревня из современных таунхаусов. Маленькая, так сказать, деревня. С одной стороны и с другой. И для них вот тут вот сделано натуральный бассейн. Вот. Мелкий, чтобы купаться с детьми. Наполняется водой с океана. Ну вот и можно оценить, так сказать, чистоту воды в океане, который штормит. Вот такое вот место для рыбалки еще. Люди вот рыбачат. Ну и вид на скалы классный. Очень своеобразно выглядит здесь суша. Это вот вулканическая лава, в которую прям таки вбетонированы камни, которые оттуда не выколупаешь. И тут вот на пригорке стоит вот такой вот вулканический камень и лавочка для любования океаном. А это вот берег океана, которым любуются. А вот еще одно место, скажем так, не самое туристическое. Опять же, кусок марсианских, или я бы сказал, наверное, все-таки лунных пейзажей. А вот здесь вот арочка, вот такая вот естественная, большая не то слово. И стены такие, опять же, лунного типа, как вроде отполированы. Вот такие вот вулканические причуды получаются. Вот, хоть «Звездные войны» ходи снимай. А так выглядит банальный палисадник банального отеля. Очередное место. Фишка является вот такие вот скалы. Говорят, что такие эксклюзивные скалы находятся только в одном месте на Тенерифе. И вот мы здесь. Человек в синей куртке может показать нам, насколько реально большие эти скалы. Зрелище очень красивое, интересное и весьма необычное, даже не знаю, с чем это можно сравнить. Если Вика снимает спокойный океан, то меня будоражит именно вот такой. Именно в таких ситуациях чувствуешь, насколько могуч океан. Нашли какое-то место по дороге. Эксклюзивус Эль Кордован. Это сразу на входе в ресторан показывается, что сегодня готовят. Вот такой вот антуражик. Все висит. Я не знаю, почем я хожу, но ощущения странные. Как песок вроде. Огромное расстояние. Вон еще один зал. Ну и здесь мы где-то будем сейчас парковаться. В общем, расклад какой? В этом ресторане никто не бельмеса по-английски, потому что он чисто, я так смотрю, для местных. Правда, есть меню на русском языке, но они все равно не понимают, надо им показывать ту же самую позицию в испанском. Вот, поэтому как-то так вот. Вот суп дня, куриный, канарский. Как на вкус. Как куриный бульон из домашней курицы. Очень-очень насыщенный. Вкусно. Вот такой вот тоже эксклюзивчик, жареный на гриле перец падрон. Понятия не имею, что это, но Вика сказала, надо попробовать. Ну, в любом случае надо попробовать. Я думаю, что здесь морская соль.
На вкус, ну, как перец гриль. Немножко островатый. Это каракатица. Это Виктория. А это кролик в чесночном соусе. Гляньте, сколько мяса. Я вот даже задумался, а сколько кролика идет на эту порцию? Я просто понимаю, что это, наверное, половина. Я вижу половину бедра, ногу, вторую ногу и куски мяса, наверное, филе. Вот такое вот причудливое место нашлось с арочкой природной. Вот, можно оценить цвет воды и ее прозрачность. И снова мы на пляже в Лос-Гигантес, Playa de Arena. Только в этот раз мы не по щиколотке ноги помочим, а попробуем поболее. Вон там Вика переодевается. Вот так вот много людей купается, аж никто. Видать, боятся, что солнца нет. А мы будем. Но океану пофиг. Он как был 22 градуса, так и есть. Вот идет Виктория. Очень хорошо смотрится в красном купальнике на черном песке. После купания мы отправились домой. Очередной день на Тенерифе закончился.